Добрый день, друзья! Вопросы, вопросы и вопросы под видео. А времени у меня все меньше и меньше на ответы на ваши вопросы. Поэтому я буду возобновлять рубрику «Вопрос-копилку» или же несколько ответов в одном видео на какую-то группу вопросов. И в прошлом году вышло видео, которое набрало 3 миллиона просмотров. Я разделяла орхидею, оставляла пенек в горшке, а саму орхидею с воздушными корнями пересаживала. Так вот, жива ли та орхидея? Вот сегодня вы ее видите на столе. Я ее и после пересадки показывала несколько раз, потому что цветение за эти чуть больше, чем 1,5 года было 3 раза. Вот это 3-е цветение. Но она очень любит доращивать бутоны. Самое интересное, что после пересадки первое цветение было на 12 бутонов. Сейчас чуть меньше, но она этот цветонос выпустила еще летом. Я думаю, что она следующий цветонос выпустит, а она все время цветет, почти не переставая. То есть заканчивается цветение одной ветки, тут же она выпускает другую ветку. И как определил мой муж, по каким-то каталогам нам показалось, что это орхидея. Может, показалось, в белых сложно определять название орхидеи, но все-таки мы решили, что это орхидея Кембридж. Пенек, к сожалению, я вам показать не могу, потому что только появилась на нем маленькая зеленая почка. У меня попросила этот пенек отдать хозяйка этой орхидеи, потому что 5 лет назад она мне была подарена. И ее так воодушевило ее цветение, что она сказала: ну, цветущую орхидею я у тебя попросить не могу, а вот пенек дай мне. Я отдала с маленькой деткой. Ну, что сказать про эту орхидею? Она всегда активна. И посмотрите, за 1,5 года сколько корней у нее. Опять точно такие же корни. Вот они растут, корни от шеи, при этом она все равно цветет. Вот эти маленькие корешки. И на шее, и опять из горшка торчат все корни. Так что орхидея очень активная. И всегда в прекрасном состоянии. Всегда много споров о гормональных антистрессовых препаратах. Даже говорят: вы никогда не пользовались. Ну, говорите, что ими нельзя пользоваться или не нужно, потому что это гормоны. Я вам не говорю, нужно или не нужно пользоваться. Решаете только вы, а не я. Я не пользуюсь, потому что есть богатый опыт использования этих препаратов. И отрицательный или положительный я даже сказать не могу. Иногда от этих препаратов, как от эпина, например, сказать, что он антистрессовый, да оставьте орхидею в покое, она прекрасно сама переживет этот стресс. Но все вот эти препараты, как препараты жива, особенно химические эти препараты, это препараты ускорители процессов. Ну, то есть для себя вы, наверное, поищите препараты с антиоксидантами, чтобы подольше сохранить свою молодость. А вот орхидеи можно дать ускорители. Пусть скорее цветет, пусть быстрее живет. Пусть быстрее живет. Если вы считаете это для себя приемлемым, ну почему нет? Пользуйтесь на здоровье. Просто знайте, что это гормональные препараты, то же самое, что используют производители орхидей. То есть они ускоряют жизненные процессы орхидеи. Жизнь становится короче, так проще сказать. Да, вывод из этого: жизнь у орхидеи становится короче. Ну, может быть, этого вы и не заметите, потому что орхидея действительно живет очень долго, если не ускорять ее процессы. Ну,
Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то хочет, чтобы орхидея цвела всегда. И недавно я рассказывала вам про видео из голландских теплиц. Ну, ссылку оставлю на видео. Где производители даже не заморачиваются. Через 3,5 года цветения своих орхидей, они выращивают их на срез, они просто их выбрасывают. Если вы готовы это делать, то, пожалуйста, поступайте так, как вы считаете нужным. Это ваш выбор, это не выбор орхидеи. Вопрос об аминосиле. Я часто о нем рассказываю, но сейчас прошла Черная пятница, когда аминосил продавали по очень привлекательной цене, и многие его купили. И я показываю стеллаж. Да, прекрасно растут орхидеи, но в препарате аминосил аминокислоты, они выработаны из натурального продукта, а не синтезированная химия. Поэтому такие аминокислоты я использую, но если вы приобрели препарат вот буквально неделю-две назад, а ваши орхидеи уже цветут, то дождитесь окончания цветения, начните применять аминосил, и когда ваша орхидея второй раз зацветет, но уже с тем, что вы поливали ее до этого аминосилом, вы можете и в момент цветения продолжать ее удобрять. Тогда орхидея не сбросит цветы и цветение не будет короче. А если сейчас вы воспользуетесь, а до этого вы не пользовались этим препаратом, то орхидея вообще может сразу сбросить даже раскрытые цветы. Поэтому немножко подождите и будете применять, и ваши орхидеи будут тоже прекрасно расти и цвести. Сегодня вышло видео, сегодня 3 декабря, вышло видео об уценках. И многие пишут, да, подвязать эти листики, я все равно это подвязываю. И они прямо стоят потом замечательно и держат этот тургор листья. Да все это прекрасно. Но я уже 20 лет назад закончила танцевать с бубном около орхидей. Вот посмотрите, видео, конечно, было снято немножко раньше. Я вам показывала эти ушки спаниеля. И вот сейчас показываю. Прошло после того, как мы снимали это видео, 3 дня. И листья набрали тургор. Они не встали вот так, как хочется вам. Они также остались висеть, но листья стали все ровненькие. На них нет никаких морщинок. А потом... Я же не знаю, что это за орхидея. У меня есть такие орхидеи, которые новый лист выпускают такой ровный, прямо стоящий. А потом, да, кстати, вот эта орхидея. А потом в процессе ее жизни эти листики опускаются, они не с потерянным тургором. Просто орхидея так держит листья вниз. Эта орхидея, помните, мы ее недавно пересаживали, это орхидея невеста. Вот цветонос, и цветение будет обязательно. А подвязывать листья, держать их ровно, заставлять орхидею, держать прямо эти листья. Вы сами-то попробуйте посидеть вот так, ровненько, как балерина. Через какое время у вас устанет спина? Вот так же орхидеи. Она делает так, как ей удобно. Хочется ей, чтобы у нее листья были немного поникшие. Значит, так ей нужно. Попробуйте орхидею Леодора поставить прямо в горшке. Да, вы ее поставите, посадите, пересадите. Она какое-то время будет держать и все листья ровно, и ствол ровно, а потом все равно ляжет на бок. Потому что вот так она растет. И не стоит бегать и каждый раз то подвязывать, то отвязывать, то проверять тургор у листьев. Нет, вот как она растет, так пусть и растет. Еще всегда много вопросов о вредителях. Те или иные вредители, я недавно, даже когда, по-моему, показывала вот эти новые орхидеи, оценки, сказала, что да, обрабатывайте хотя бы
каким-то препаратам, ну, вот такие препараты, как Биокил, Аберон Рапид, они и от клещей, и от трипсов. Если вы определили, что на ваших орхидеях есть трипс, то не надо покупать дорогие японские препараты. Актара вам в помощь. Причем японскими препаратами чаще всего опрыскивать надо орхидею. А мы знаем, что когда попадает вода в точку роста, вода, раствор, что-то попадает в точку роста, обязательно нужно протирать точку роста. Не говорите мне сейчас, что в природе никто не протирает точки роста, но в природе чаще всего орхидеи растут с наклоном, поэтому вода просто выльется. И движение воздуха тоже способствует тому, что вода быстро испаряется. А у нас-то они стоят чаще всего на полках, а еще и на прохладных подоконниках, и вода испаряться так быстро не будет. Поэтому нужно протирать точки роста и пазухи листьев. А вот Актара – это системный препарат. И достаточно 3, максимум 4 поливов корней, потому что Актара работает от корня вверх и распределяется по всем листьям. И при укусе вредитель получает свою дозу отравы и погибает. Редкие препараты есть, когда вредитель погибает через час. Обычно это сутки 2. Так что Актара – это не самый, конечно, дешевый препарат, но очень действенный. Можно перепробовать все и не получить какого-то идеального эффекта. Мне еще понравился сегодня вопрос о том, что ну почему вы говорите, что не нужно вот ничего делать с растением, вот оставить его в покое, ведь масса блогеров отрезают, убирают, опрыскивают, обрабатывают, ну, в общем, танцуют рядом с орхидеями. Ну, вот у меня другой подход, у меня просто другой подход. Для меня лучше дать покой орхидеи, которая сама восстановится. Ну, безусловно, если орхидея заболела, и про вирусные заболевания я недавно рассказывала, и ссылку оставлю на видео в правом верхнем углу экрана, и есть много вредителей, которые могут повредить нашу орхидею, и это нужно делать, но это нужно делать тогда, когда это нужно. Купили уцинку, сделайте одну обработку, наблюдайте за орхидеей. Если она в хорошем состоянии, нет никаких повреждений на листьях, нет никаких видимых симптомов заболевания или же повреждения вредителями, то зачем лишний раз мучить орхидею, да и самому вдыхать эту химию? И вот эти то антистресс, то наращивание корней, то еще какие-то препараты. Вот давайте мы всю аптеку, все, что только можно придумать, все, что только у нас находится в холодильнике, лук, чеснок, морковка, перец, мы все это постараемся втолкнуть в нашу орхидею. У меня другой подход. Да, я сейчас сделала плейлист, где мне хочется проверить, даже не столько проверить, потому что я знаю, что из этого получится, но вам показать, что не все то, что показывают масса азиатских блогеров, не все работает у нас. Условия разные, климат разный, все разное. И прежде чем что-то такое применять, опять же, 10 раз подумайте. Получится, не получится. И даже нужно это или не нужно. Ну и в конце, мне так приятно, что вы такие внимательные зрители и замечаете, ну, все. И часто меня спрашиваете, а что у вас стоит за станок для вышивания? А много ли у вас работ? Да, я как-то в Новый год показывала свои работы. Работ много. Есть очень старые работы. Даже в 18 лет у меня есть вышивка, сделана болгарским крестиком. Кто понимает, поймет, что это не двойное перекрещивание, а 4 раза перекрещивание вышивки.
Но, к сожалению, она у меня не оформлена, она у меня лежит как память о старых, старинных моих вышивках. Очень много есть вышивок, которые не оформлены. Есть очень много подаренных вышивок. Даже не только по России, но и по всему миру. Есть мои подруги, живут не в Российской Федерации, а за границей. И там есть мои вышивки. Это некий антистресс для меня, когда в 10 часов вечера у меня немного есть свободного времени, я стараюсь уделить это время моему любимому занятию. То ли вышиванию, то ли вязанию. Ну, в общем-то, у меня много интересных для себя увлечений. Ну, а сейчас можете посмотреть, мы снимем вам небольшой отрывочек тех вышивок, которые у меня оформлены. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.